Друзья, мы сегодня съездили, купили материал на шторы, на тюль и на шторы, которые будут висеть на дверях. И вот уже Маргарита тут строчит на машинке. Карнизы я повесил, сегодня, наверное, уже будут и шторы висеть. Я тут случайно в хату зашел, меня не позвали. Маргарита сосредоточена очень. Ну, улыбнись. Ну, естественно, под чутким руководством тещи. Посмотреть. Ну, ты не убирай, просто прям так же. Не дуже долго это будет сушиться. Ну, это дуже, наверное, часто дуже, на двойке нормально. Печка топится, в хате уже тепло. Шила Маргарита один комплект пока. На одно окно и на одну дверь. Ну чё, как у тебя там? Нормально. А где крючки-то? А тут нету одного. С краю. Ну нету, значит нету. Да, заходи. Где-то я видел, один крючок валялся. Может, потеряли, когда снимали. Оно ж болталось. И что делать? Надо сюда вешать? Ну, вешай, значит, дальше. А вот какие крючки? Может, потом купим крючки. Дай-ка. Ну, это тоже подойдет. Нет, они на колесиках. Ну, надо, значит, будет купить. Ты одну на запас оставь, чтобы она свисала. Ага. А потом купим крючки. Может, это у нас были на колесиках крючки? А вот это, который здесь с краю. А он один? Один. А, ну вот один. Ну, один оставь, потом Там купим остается. и повесим. А, надо 5, да? Надо, чтобы с краю был один вот тут. А здесь вообще не хватает. Да тут крючков-то 9. по 3, по 4 там, Это было с каждой 9, стороны. наверное. Ну, сейчас повесим. Тяжело. Тяжело. Руки устают, да? Да зацепить сложно. Так, Не могу. короче, у нас тут 20 градусов. В этой комнате уже печка 2 часа топится. Так, 3. Вот это ты, да, подшила бок. На Валберес закажешь, там такие тоже продают. Или на Озоне. Так. Самый крайний левый. А, там он выскочит. Выскочит. Ну, вот так вот получилось. Сейчас я отойду, покажу. Лучше, чем ничего. Да. У нас, правда, тут с крючками проблема. Вон там, в том углу. Так, это на соплях повесили. Старые карнизы, которые тут были. Да. А вот это мы купили. Ну, мы самые дешевые взяли, вот эти вот серые два. Нам пока пойдет. Вот я сегодня повесил их. Ну, вытянется. Пойдет. Немножко, правда, у них длина пляшет. Но, я думаю, не критично. Ну, мы вроде мерили. А, смотри, мам, сантиметр. Ну, значит, подвернули неравномерно. Да не страшно, господи. Это первый день ты смотришь, потом через 2-3 дня ты забьешь на это. Вот. Сейчас пойдем вторые шить. А это тюль будешь вешать? Тюль еще... Ты же сказала один комплект. Ее надо обрезать. Тюль. А. Вот он комплект. Ты что думаешь? Понятно. Закрывать, я ж не знаю как. Ну ладно. Тюль еще надо обрезать. Ну, можем, в принципе, высоту. Там же у тюля стандартная длина. Сколько? 2,50, да? 2.
Не 50, 2,80. 2,80. Мгм. Это уже под. Да, да. А так как ты хочешь до подоконника, надо половину Два взять. раза. Надо померить будет. Ну да. Ну еще до тюля. Может, не сегодня. Я думал, сегодня уже все будет. Ну, посмотрим. Ну, если померить высоту кровати, покуда она будет стоять, то еще можно как-то рассчитать более-менее. Сейчас Маргарита раму помоет. Я ее установлю. Она, правда, немножко по цвету отличается, но не беда. Красить мы уже ее не будем. Да, все это вонять будет, уже зима практически. А ты, кстати, ничего не заметила? Вот ты моешь окна? Ручку приделать. Ручки. Похвалила бы хоть. Молодец. Алича. Я тут Штапики стараюсь. стоят. Ну да, штапики. А все равно надо будет либо пеной, либо герметиком Смотри. замазывать. С Да. другой стороны. Если бы это было в Москве, оно было бы черное. Ну, тут тоже черный, но это то, что стояло. Утепляем. Да, цвет, конечно. Да, Бомба, да, бомба. Цвет бомба. Шторы закроют немножко. Ну, немножко, да. А рулетки у тебя нет с собой, Олег? Нет, выложил. Стекло не разбей. Так, что-то она. Вот эту сторону надо. Ровно? Да, вроде ровно. Вот здесь. Ну все, сейчас, чтобы она на голову не упала нам, как испанская гитара, так знаешь, не оделась через стекла, пару гвоздей. Ну так, чисто прихватить. Все, никуда не денется. Вторую шторку уже шили, как Маргарита говорит, второй комплект. Тоже не хватает крючков. Ну, в принципе, там сколько их? По 4? Да, нормально. Вискарик почти целый день спит на кресле. Это его уже законное место. Че, штору тебе? На. Да, Вискарик. Мышелов. Эхо уже меньше так. Ну да. А то прям тут вообще как в концертном зале было. Ну, линолеум, я скажу так, тепленько стало. Тепленько. Он немножко такой мягкий, но не настолько мягкий, чтобы протыкала мебель. Вообще. Вот так. Мягкий. Не настолько, чтобы вот там мебель что-то проткнула. В пределах допустимого. Мама, нету еще крючков? Нету. Давай попробуем на скрин. Да. Как-нибудь. Голь на выдумке хитра, да? Да. Так, сейчас. Сейчас. Ну вот так, приоткрыли, потому что нам надо ходить дрова таскать. Сколько стоили шторы? 320 рублей метр. Ну, ширина это вот рулон. Ага. Мы разрезали вдоль. И метр 320 рублей. В принципе, недорого. Ну, на 4 шторы, в смысле, 5 на метров я покупала. вот этих темных, да? Да, На 2 двери. да. А еще на 2 окна тюль. Сколько всего? Ну, по 450. Ну, там на 3000 получилось, короче. М. Ну да, не стали мы более дорогие покупать, ну, потому что как бы на время
Там были по 800 хорошие. По 750. Да, красивые такие прям. Ну, не стали. В принципе, тоже нормально. Он даже вот под цвет линолеума подходит. Ну, дорогие тоже в хату не очень Да, смотрятся. да. Попроще. Особенно вон, Дорогие в новый дом будут. особенно вон с той духовкой. Да. Дорогие в новый дом будут. Да, там экономить не будем. Нормально, хорош для хаты. Ну и все, на сегодня процесс завершен. Сейчас будет процесс изготовления салатов, торт в холодильнике, вино стоит уже на кухне, ждет. Вот. И получается, что все, Маргарита, так сказать, сварганила. Да, мама салаты делала. Да Я про шторы. Я один сделала. А я шторы шила, да. Нормально. Маргарита говорит, надо было пошире брать шторы, чтобы складки были. Да вроде и как бы и нормально. Пойдет и так. Да? Маргарита? Нормально, пойдет. Ой. Хорошо. Что тебе? Помочь? Руки устали. Ну, встряхни их. И работай дальше. Что ты останавливаешься? Давай, орвать. Представляешь, сколько? 1,30 м выбросили. Нет, осталось. Ну, повесим. Куда-нибудь пойдут еще, можешь. Я Коридор. знаю, куда пойдут. Сейчас я выключу камеру и скажу. Сейчас будет много пыли. Погода у нас испортилась. Дожди, похолодало. Ну, это на несколько дней. Спрашивали про хризантемы, которые я рассаживала. Вот они. Но они какие-то не такие пушистые, как были те. То есть они вообще никакие. Может быть, их надо было глубже сажать. Я не знаю. Ну, вот такие они, в общем. Вот. Это розочки, которые я вот недавно черенковала, показывала. Не знаю, что с ними делать. Скоро заморозки. Убрать их в теплое место, что ли, или оставить на улице. Вот, уже видите, какие листочки у них появились. Вот. В общем, все принялись черенки мои. Вот они. Вот, я боюсь, что в этих, если их зимой оставить вот так, в этих стаканчиках, я боюсь, что они зимой могут померзнуть. И, может быть, их в солому поставить, укутать соломой. Напишите в комментариях, куда их деть. В дом заносить, не знаю. Там может жарко быть, когда топишь. В общем, что делать с этими розами? Либо их высадить в грунт. Дождь идет, а мы скирдуем. Алик пол заливает. Я еще не начал, сейчас только начну. Короче, бетономешалке все-таки плохо мешать смесь. Потому что, ну, щебенки нет, она там прилипает, этот цемент. Когда с щебенкой, оно это... Все-таки лучше замешивать где-нибудь в бадье с миксером. Но у меня миксера нет, у меня есть перфоратор вот с этой штукой. Но мотор напрягается очень сильно, нужен мощный. Ну, буду пока вот попробую сейчас первый замес бетономешалки сделать. Просто прилипает много чего. Вон, видишь? Сейчас посмотрим. Ну вот я сейчас там чуть собрал. Когда бетон ты делаешь, то щебенка там она ерзает по мешалке, и надо будет добавить жидковато.
Я скажу, что это дело уморительное. Я первый раз в жизни делаю стяжку пола, да еще и по маякам. Вон у меня что получается. Что-то последний замес жидковатый был. Ну ладно, сейчас мы тут наверстаем. Конечно, идеально прям в ноль не будет, но мы потом равнителем сделаем. Либо жидкий, тонкий слой клеточного клея. Посмотрим, надо будет завтра еще правилом чесать это молочко. Вот. И потом просохнет, когда пройдемся, выровняем. Короче, уже прошел день, точнее ночь. И все наплывы, которые остались, я снимаю правилом. Вот, видишь, сколько лишнего. Ну, где-то выше, где-то ниже. Вот тут вот, может быть, на миллиметр, на полтора ниже. Тут было выше. Все равно, как ты ни крути, это первая моя в жизни заливка. Оказалось, все намного сложнее, чем это выглядит на экране, когда делают другие. Намного сложнее. Вот. И еще скажу, что вот эти маяки, они дерьмовые. Если делать большую комнату, например, ну, больше помещения, то лучше делать П-образный профиль от гипсокартона. Две пышки соединять. А этот маяк, вам сейчас покажу. Тут еще хрупко, еще не совсем все высохло. Хоть он и 10-й, самый такой большой, но все равно он играет, где-то может прогнуться. То есть, либо надо чаще закреплять его, шаг делать реже. Ну, в принципе, что, сейчас вот это чешу лишнее, чуть подсохнет, прям вот буквально полдня. Я сниму маяки, разведу смесь и заделаю. А потом можно будет сделать что? Развести жидко-жидко плиточный клей и прям вот так вот вылить его и правилом его пройтись. И он забьет все эти неровные места. Будет вот конфетка. А мы же не показали, что мы вчера купили комод. Это я в телеге выкладывал. Комод, тумбочку прикроватную одну. Ну и кровать принесли. Да, поставили сначала мне ее, ну, потому что у Маргариты у стены, и у нее подоконник есть, например, телефон она может на подоконник поставить, положить. А потом посмотрели, эта тумбочка полдвери закрывает, ну, проход. Поставили так ее. А потом, когда поставили комод, что-то как-то пустовато. В общем, я отдал свою тумбочку туда к комоду, и мы так подумали, все равно тумбочка нужна. Сейчас поедем прикроватный коврик купим и тумбочку еще одну. Вот. И уже вечером повесим картину, тарелку. Ну, И покажем потом уже все. Да, все, что может висеть, мы повесим. Потому что больше половины тарелок, они с подставками. Их не повесишь. И там ничего не просвежишь, никак не сделаешь. Вот. А сейчас я вот подзакончу это дело. Видишь, вот надо, чтобы маяки были видны. Видишь, вот тут вот, получается маяк не видно, тут выше. Ну, это мне надо с той стороны. Это я позирую на камеру, тут, как говорится, для контента. А вот видишь, тут горка выше. Я уже подливал позже. В общем, Маргарита вчера только успевала ездить за смесью. У нас было 12 мешков, я думал, хватит. 12 где-то до сюда ушло. В общем, она еще привезла 5, а потом еще привезла 2 и мешок цемента, потому что там был М150. А это я делал М300. А М150 это практически песок. И я туда добавлял цемент. Вот так. Что, уже вечер, снял маяки. Сейчас подмету, потом пропылесошу. И уже у меня раствор готов. Замажу все это дело. И все, и пусть сохнет. Уже как бы притрагиваться к этому не буду. Можно будет даже закрыть пленкой, зачпокать вот этот проем, пока двери нет. Без 15:05 вечера. Собаки уже стоят, ждут. И кот вот он тоже. Ждуны. Чего, Снежок, сейчас будешь кушать. Сейчас будешь кушать, Снежок. Снежок.
Да, что такое? Что? Ну вот, друзья, рум-тур. Вот сначала мы одну тюль повесили, потом Маргарита переиграла, купила. Сегодня съездили вот такую тюль. Но так как она была 3-метровая, а нам надо было поделить напополам. И получается, что вот у этой короткие штанишки. Ну, тут чисто из-за того, что кровать вплотную, да, и если штора будет длинная, то ее, ну, не открыть ничего там, потому что будет между кроватью и подоконником зажато. Поэтому сшили вот такую сначала, а потом вот эту. В принципе, пойдет. И это, как написали, раздвигушки или задергушки. Ну, как это, в поезде такие вот, тут светленькие такие, на веревочке. Сделаем тоже. Так, что еще? Вчера съездили, вот это купили. Повесил я картину. Надо будет еще тарелочки повесить. Часики тикают. Все хорошо. И сегодня еще съездили, купили вот эту тумбочку. Потому что, ну как же я без прикроватной тумбочки. И вот такой коврик. А я сижу в кресле вискоса. Вот такой коврик. Вот. Сейчас покажу. Ну, получается вот так. Вот так, да? Вот, если можно вот так на ширик. Ну, вот так, короче. Вот. Ну, а тут законное место вискоса. Так, что-то я еще хотел сказать по поводу вот этой духовки. У нас здесь лежат кирпичи, потому что она прогорела, и там, ну, трещины, открытый огонь. А тут все-таки шторы там, ну, и дым воняет. Переделывать я не собираюсь ее. Заказывать, это мне что, разбирать пол печи, чтобы ее туда вставить, мне зиму перезимовать. Вот. Дальше сейчас еще объясню. По поводу печки. По поводу закладки дров через блины. Ну, когда первая закладка, конечно, через блины. Но вот сейчас попробуй положи сюда. Тут будет факел такой, и дыма будет полно. Поэтому вторая закладка по-любому здесь. Вот. Но там расстояние буквально 1 полена по высоте. То есть вот так вот одну, вторую и сверху третью уже не получится. Так что вот так. И еще сейчас нахожусь тоже в дальней комнате, в холодной. То есть печка, получается, она вот здесь, в районе перекрестка стен. Написали, ну, типа, что мы там дурачки, и она греется. Она не греется, она холодная. Потому что тут кирпичей нету от печки. Тут стена саманная. И она холодная стена. И в этой вот комнате сейчас тоже покажу. Вот здесь она тоже холодная стена эта. Абсолютно холодная. Вот. Ничего не греется. Поэтому в этой комнате мы, так сказать, только летом можем находиться. Она нам нравится, эта комната. О, вот так. Она побольше по размеру. Она нам нравится. Хорошая. Ну вот, сезон растопки закончится. Переберемся опять сюда. Сейчас, друзья, поужинаем, смонтируем ролик и поедем загружать. Честно говоря, вот, ну, что мы смогли сегодня и вчера, то сняли. Было очень много дел. То там поехали там в мебельный, то потом еще раз поехали. То сегодня на рынке были, то до этого тоже были на рынке, шторы эти выбирали. Кровати перетаскивали. Шили, кровати перетаскивали, это вообще был Все трэш. втроем, да. В общем, за эти 3 дня очень много работы было сделано. Сколько могли, столько и напилили контента. У нас все, друзья. С вас лайкосик. Пока.